Ставьте, пожалуйста, плюсик в чате, что вам все видно, что у вас отображается заглавная заставка нашей презентации, где должно быть написано «Indie Talks». Класс, да, я вижу плюсики, супер. Все, значит, если вы видите, значит, остальные видят. Все, Коль, можно начинать. Спасибо, ребят. Так, ну что ж, супер. Будем рассказывать сегодня про ИИ. Мы не будем сегодня обсуждать какие-то просто прикольные картинки, прикольные возможности, нам это сейчас не интересно. Мы не будем обсуждать, как ИИ нейросеть демонстрирует себя в других сферах. Мы направим свой взгляд именно на архитектуру, о том, как ее можно реально использовать, покажем примеры и продемонстрируем, что это не просто какое-то новомодное слово, а что это реальный инструмент, который может каждый день нам помогать. И на самом деле мы уже давно нейросети используем в повседневной жизни и работе в том числе. На самом деле никто не хочет слушать скучную теорию, мы не будем ее говорить. Хотите, почитайте, мы потом можем поскидывать статьи разные умные. Но все равно 5 минут, вот прямо очень просто, чтобы мы все понимали, были в едином понятийном поле, да, чтобы мы говорили на одном языке оставшиеся там 40 минут. Буквально пару важных, немножко занудных слайдов, но Коля очень постарается сделать их менее занудными. Отлично, понеслась. Значит, для того, чтобы, во-первых, мы можем путать искусственный интеллект и нейросети, употреблять оба эти термина, хотя искусственный интеллект – это общее название для всех систем, машин, которые могут имитировать нас, людей, делать за нас какую-то ту работу, которую раньше причисляли только к возможностям человека. А в искусственном интеллекте входит много разных понятий, в том числе машинное обучение, частным случаем, который является нейросетью. Вот. Это если быть дотошными, но мы будем постоянно говорить то искусственный интеллект, то нейросети. Надеюсь, вы не будете из-за этого на нас обижены. Сразу хочется сказать, а как же нам ИИ могут вообще помогать, зачем мы все это делаем? И нейросети уже здесь и сейчас помогают не только в разных сферах делать в первую очередь анализ больших данных и проводить исследования. Мы сегодня обязательно на практике покажем, как это делать. Они нам могут в целом помочь и наработать образ визуальный, художественный, и мы тоже это затронем. И что на самом деле тоже очень важно, это автоматизация проектирования, потому что раньше мы шли через алгоритмы, автоматизировали это. Новый шаг – это когда ИИ будет сам делать огромное количество вещей, например, выводить всю проектную документацию просто из модели ревитовской, сам создавать листы. Это прям будет очень скоро, мы это уже скоро увидим. Да, это небольшой мой кусочек, тоже такой душный в каком-то смысле, но нужно знать какие-то небольшие фишки, когда ты начинаешь работать с нейросетями, с АИ. Это не поисковик, то есть поисковик, он, вот вы просили, он вам выдает, а у нейросетей есть функция именно анализа и интерпретации данных. Также у нейросетей есть такая история, что на один и тот же запрос каждый раз она может вам генерировать разные результаты с точки зрения там, сформулированности этого результата, если это текстовый типа чата GPT, либо это может быть разные визуальные эффект, если мы говорим о таких нейросетях, как Midjourney, потому что АИ, они постоянно обучаются, и у них есть очень определенный алгоритм, который такой случайный, немножко хаотический. Еще из-за этого результат может быть каждый раз абсолютно разный. Ну или не абсолютно, но есть какие-то в нем вариации. И вообще нейросети, они не заточены на то, чтобы быть с вами честными, у них нет встроенных каких-то морально-этического компаса или какого-то верификатора истинности. То есть задача нейросети максимально точно ответить на ваш запрос. А будет ли ответ соответствовать статье в энциклопедии, это абсолютно не обязательно. Это может и быть так, а может быть и не так. В этом есть определенные подводные камни в работе с этим инструментом. Теперь мы уже приближаемся чуть ближе к практике. Для того, чтобы
Если вы только слышали о нейросетях, никогда ими не пользовались, наверное, возникает вопрос, а как же их заставить что-то делать? Почти все нейросети работают через принцип промпта. Это как подсказки, когда вы его о чем-то просите. И нейросеть понимает их и, соответственно, пытается дать результат на основе этой подсказки. Они их понимают. Для разных нейронок существуют разные правила составления промптов. Для чата GPT это один, для Midjourney другой, для Stable Diffusion третий. Но все они придерживаются определенных общих тезисов, которые едины для всего. То есть это конкретность, это исключать какие-то местоимения, непонятные фразы, давать максимально то, что вы хотите увидеть. Например, если вы хотите увидеть город, который будет ночью, прямо напишите «ночной город», он это поймет. Не надо писать отдельно «город», фонари или еще что-то. Пишите «ночной город». И когда мы дойдем до практики, мы этого тоже коснемся, но надо запомнить, что промпт – это очень важная история, и при работе с нейронками именно умение составлять правильный промпт является тем навыком, который вам позволит получать нужный вам результат. И тут должна работать гифка, я потратил на нее время, и мы будем смотреть на эту гифку. Как бы вы ни старались, как бы вы не сделали этот промпт качественный, вообще не факт, что она сделала то, что вам нужно. То есть даже Грут ошибается, серьезно. Вот вы вроде все описали, а результат будет рандомный, потому что она все-таки не человек, во всяком случае сейчас. И очень коротко, на самом деле этот список может быть большим, маленьким. Слева мы представили проверенные наши нейронки, те из которых мы уже используем. Например, все, кто работает с Photoshop, наверняка пользуются RemoveBG, это который вырезает фон. Это нейронка, и мы там уже года 3 ей пользуемся. Помимо этого, SpaceMaker тоже является частым случаем мишки. Сегодня мы поговорим о 3-4 нейронка, которая здесь представлена, это Stable Diffusion ChatGPT, немножечко будет Bing, расскажу, почему он тоже уже нейронка. И, наверное, важно сказать то, что в нашей сфере сейчас это активно развивается, именно использование нейросетей. И здесь есть еще список некоторых продуктов, которые подают определенные надежды. Не все, потому что, готовясь к этому вебинару, пробовали с разные. Можно смело говорить, что часть из них это вообще не искусственный интеллект, а часть из этого лучше сжечь, потому что дают ужасные результаты, хотя вроде бы пытается. Но пока не получается. Прежде чем мы продолжим, я вижу, что у Ларисы пропало изображение. Подайте признаки жизни, вообще видно ли вам и слышно ли нас. Возможно, это у Ларисы. Плюсики видно. Лариса, попробуй, пожалуйста, перезайти во встречу по той же ссылке. Такое иногда бывает. Но иногда это зависит от интернет-соединения вашего личного, которым вы сейчас пользуетесь, возможно, не выдерживает такой красоты. Да, я вижу, спасибо. Здорово, так, хорошо, что все слышат. Так. Окей. Я вижу какой-то вопрос от Егора в графе «Вопросы», но он не на русском языке. Немножко какой-то набор букв. Егор, если вопрос все еще сохраняется, пожалуйста, напиши его еще раз, я отвечу. Егор Волынов. Рубен, спасибо. Окей. Прежде чем мы почти закончили теоретическую часть, прямо обещаю, скоро будут видосики, вот, но классно посмотреть, что происходит в мире. Я думаю, что все понимают, что уже прикрутить к работе нейросети пытаются все, во всех индустриях, вот просто еще только ленивый не попробовал. Многие используют это скорее как такое развлечение, игрушку, не так многие используют это как реальный инструмент. Но вот, конечно, мастодонты, гиганты архитектурного мира, они это используют. Не все афишируют, но, например, бюро Хадид официально говорит о том, что они не просто используют, а Шумахер практически принуждает насильственно всю команду работать с использованием
Midjourney с использованием DALL-E, Stable Diffusion при работе над конкурсами, при поиске идей на ранних этапах, как инструмент брейншторма и так далее. И вот здесь на слайде есть на самом деле примеры того, где они уже это применяют, то есть в принципе это сгенерировано. Ну вот, например, классный пример — это верхняя картинка, это такой полуутопический проект для такого тоже утопического района в Саудовской Аравии, который называется Неом. Такой проект очень интересный, куда зовут сейчас звезд архитектуры, придумать что-то такое, мир будущего, по сути. Но на самом деле из-за того, что большая часть нейронок обучалась на архитектуре таких гигантов, как Фостер и Хадид, то скорее всего, когда вы не делаете каких-то спецнастроек, у вас, например, в Midjourney, скорее всего, получится Хадид. Вот что бы вы ни делали, получится Хадид. Здесь есть небольшой нюанс, но поэтому Хадид очень легко использовать это для своей работы и немножко сложно всем остальным, кто хочет все-таки работать в своем оригинальном стиле. Вот. У Фостера вообще там целый отдел работает, который занимается всеми крутыми новыми технологиями, и, конечно, нейросети в них входят. Все, обещаю, мы заканчиваем с теорией, мы переходим к практике. Но прежде чем мы к ней перейдем, давайте чуть-чуть поиграем. Я надеюсь, вы все еще с нами. Вот. Это такая прикольная игра, угадайка. Сейчас я вам объясню, как мы ее будем играть. Мы тут спрятали среди этих картинок то, что сгенерировала нейросеть, а то, что создал в процессе, да, архитектор как концепт проекта. Я сейчас буду называть цифру, они все пронумерованы, видите, 6 картинок, а вы мне в чате пишите, если вы думаете, что это архитектор, то плюсик, а если нейросеть, то минус. Будем быстро переходить между картинками, поэтому давайте. Так, первая картинка, поехали. Архитектор плюс, нейросеть минус. Угу. Нейросеть. Так, вижу, Максим плюс архитектор. Угу. Минус, плюс. Пока минусов больше. Так. Окей, супер. Давайте. Вторая. Вижу, что победила, как будто здесь, что это нейросеть. Стоп. Вторая картинка. Так. Вторая. Плюс архитектор. Так, здесь, по-моему, плюсов больше, или, по крайней мере, больше плюсов. Архитектор. Угу. Так. Похоже, вторая, все считают, что это архитектор. Окей, поехали дальше, а то мы не успеем. Так, все, стоп, третья картинка. Пишем на цифру 3. Минус, плюс, минус. Угу. Так. Плюс. Ой. Вот здесь прямо поровну. Окей, хорошо, я вижу. Все, кажется, здесь вообще разделилось мнение, но, по-моему, даже плюсов побольше. Все, стоп, четвертая. Минус плюс нельзя давать ответ, ребят. Это как бы надо определяться. Так, минус. Так, плюс. Мне кажется, минусов здесь больше. Яна, минус. Очень плохой архитектор. Да, сейчас мы посмотрим, когда ответы узнаем, кто плохой архитектор, а кто плохая нейросеть. Окей, пятое, поехали. Так, плюсы. Вообще, ребят, минус, посмотрите, явно же. Так. Николай, как вы считаете, кто побеждает в этом раунде? А я на самом деле чат не вижу из-за того, что я экран показываю. Я из-за этого доверяю. Минус. Так, хорошо. Окей, ладно, все, последняя, давайте, шестая. Нейросеть. Да, есть и плюсы. Окей, вижу, кто-то считает, что архитектор. Угу. Так. Ладно, короче, ребят, это все нейросеть. Вот. Вот это мы хитрецы, вот это мы придумали. Да, вот это мы вас обманули. Просто, надеюсь, вы все в шоке.
Да, Игорь, кругом обман. Скоро вообще очень сложно будет различить, где реальность, а где истина, где обман, и где нейросеть. Это прям становится все сложнее с каждым разом. В общем, да, это все нейросети. Где-то это какая-то комбинация нейросетей, где-то это нейросеть плюс постобработка, но по факту нигде архитектор, кроме промпта, никак не поучаствовал. Все, поехали дальше. Коль, говорят, ты нейросеть, если что. Вот, deepfake. Коль, это deepfake. Это много объясняет, особенно как я сбою после 7 часов вечера. Если кто-то был свидетелем, простите меня. Окей, понеслась дальше. Ну, я, наверное, маленький комментарий по поводу этих картинок скажу, то, что нейронками, не знаю, плюс-минус я смотрю последние месяца 3, и даже за последние, ну, то есть картинки-то я видел давно, и там, год назад они настолько не казались интересными, что абсолютно ничего не читал, не смотрел на эту тему. Но уже там 3 месяца назад стали появляться очень крутые вещи, и за эти 3 месяца, когда я наблюдаю, я вижу, что с каждым месяцем появляются новые модели, на которые обучались под нейросети, и они дают результат все круче и круче. Вот. Потому что сейчас все легче обмануть человека. Ближе к делу. Сейчас будет самое интересное. Так, Ольга, что ты скажете здесь? Я, наверное, просто хочу проверить, прежде чем мы начнем показывать практическую часть, я хочу убедиться, что всем все видно, и всем видно, главное, экран, потому что сейчас основная будет история происходить на экране. Поэтому, да, давайте еще раз сделаем коротенькую перекличку. Маякните огонечками, поставьте плюсики. Господи, говорю, как инфо-цыганка какая-то. Просто ужас один. Вот. Да, вижу. Класс, ребят, да, просто хочется, чтобы вы получили от этого пользу. И самое главное, мы здесь еще не какие-то супер-мега-эксперты, ну, я вообще рядышком, вот, но мы просто хотим показать и как-то вдохновить вас на эксперименты, вдохновить вас на то, чтобы вы сами попробовали, сделали круче, сделали прикольнее. Вот, поэтому, да, Коля, видите, сделал себе свой нейронный аватар для этой картинки, вот, чтобы привлечь ваше внимание. Окей, так, я правильно понимаю, что да, все, в принципе, вроде на связи. Николай, вам слово. Окей, сейчас мы перейдем к видео. Видео мы записывали по той причине, что если делать прям онлайн большой обзор, всегда можно попасть на то, что нейронка немножечко затормозит, это будет долго. Видео я буду показывать 2 нейросети. Это ChatGPT, он бесплатный, и Stable Diffusion, он бесплатный. На платной версии мы сейчас не делаем никакого обзора. Ну, там пару слов о них мы тоже обязательно произнесем. В общем, если вдруг что-то будет подлагивать, вы уж извиняйте, постараюсь по ходу все рассказывать и объяснять. Вот, а тут будет видео. Переключаемся на видео. Сейчас. Супер. Так, начнем вот с этого прекрасного замка. Отлично. Смотрите, сразу, что я хочу сделать. Я хочу, прям, это чат GPT, давайте поставим на стоп. Ага. Это интерфейс чата GPT, и я к нему сейчас обратился с конкретным запросом. Я хочу какую-нибудь идею для проекта Гуая. Такой, типа, что мне там сделать, чтобы привлечь туда туристов? Ну, обычно заказчик с каким-то таким запросом приходит, но не к нам. Он сам, как правило, знает, что ему нужно. А я хочу с самого нуля. И пишу ему видеть очень простым образом, как привлечь. И он мне дальше начинает предлагать разные варианты. Смотрим, что мне предлагает. Тут мы сильно так ускоряемся. И по большому счету, если тут начать читать, он предлагает вещи, не связанные с архитектурой, просто там типа сафари, там где-то серфинг будет, кемпинг в пустыне, наверное, это очень прикольно. Но нам, как архитектурному бюро, с этим особо делать нечего. Вот, а я что, хочу какой-то сейчас проект вам показать, концепт. И что я делаю? Я понимаю, что мой промпт до этого был очень абстрактный, и я даю ему конкретику. В чате GPT очень удобно, можно давать ему сценарий и роль. И я ему сейчас говорю, ты вот креативный директор архитектурного бюро. Вот. Будь добр, придумай что-нибудь на эту тему. Вот, дай несколько идей. Архитектурных, естественно, я написал неправильно. Вот. Но спасибо, что есть автоисправление. Вот, объект.
Посмотрим, что он теперь сделает, когда я подправил как раз-таки промпт для того, чтобы дать ему границы сценария. Фигня. Смотрите, как он обращается. Конечно. Вот. И тут, на самом деле, уже прикольная история. Там он курорт прилагает, музей. Пустынная обсерватория. Вот это мне, на самом деле, очень понравилось. Мне, честно, вот быстро точно не пришла в голову идея пустынной обсерватории. И я его прошу совместить вторую, четвертую идею и дай короткую архитектурную концепцию на этот объект. Я не говорю, какую идею, говорю им номера. И он мне пишет на эту концепцию, уже совмещая, понимает, что я от него хочу. Потом, когда я уже обрезал видео, я понял, что он мне совместил не первую и четвертую, а вторую, четвертую. И, точнее, в общем, он сделал наоборот, ну пофигу. Ошибается. Даже недвижимость сделал ошибку. Теперь я хочу сделать на основе этой концепции SWOT-анализ. Короткий, как бы, ликбез. Если вдруг кто-то не знает, что такое SWOT-анализ, это анализ, который должен продемонстрировать сильные и слабые стороны какого-либо проекта. Предлагая какие-то решения в рамках архитектурной концепции, мы часто этим занимаемся. И для того, чтобы приступить, допустим, к реализации этого проекта, я хочу узнать вообще, насколько вот это все хорошо. Прошу заметить, я ему не переписываю эту концепцию, я ему ставлю лишь другие условия, а контекст он понимает сам и пишет SWOT-анализ. Забегая вперед, в целом это достаточно нормальный SWOT-анализ, с ним можно работать, его можно развивать. Вот общие выводы я сделал. А я рассказал только что, ты пропустил, ты, мне кажется, ходил где-то, да. Все. Да, я рассказал, что такое SWOT-анализ. Мне уже делали на прогоне замечание, что не все знают. Отлично. Я получил сейчас от него концепцию и SWOT-анализ. Очень круто. Это был такой, исследование как раз-таки, то, о чем мы говорили, что с помощью нейронок можно исследовать. Теперь я хочу узнать чуть больше информации, не чтобы он мне придумывал, а я хочу узнать реальные факты. И я воспользуюсь поисковиком Bing, это поисковик от Microsoft, который подогнали, запилили ChatGPT, и теперь он анализирует данные в интернете и дает вам релевантные ответы, не просто отдельные ссылки, он их в контексте прям вот на ваш запрос показывает. Сейчас покажу. Я зашел в чат. Сейчас, одну секунду, коллеги. Можно попросить одного человека быть менее эмоциональным? Игорь, пожалуйста, можешь попросить его быть менее эмоциональным? Я вроде... Да, там просто что-то такое произошло, ребят. Мы после вебинара обязательно узнаем, спросим у наших коллег, если что-то такое сработало. Окей, вот мы зависли. Вы видите, я у нее спрашиваю, туристические обсерватории в мире. Я, честно, не знаю, какие они есть, и я не хочу в Гугле сейчас где-то на каких-то сайтах искать списки, потому что этот инструмент мне предоставит сформированный удобный список из разных сайтов. Очень удобно, вы видите, он сразу пишет, где это находится, как это называется, и самое главное, дает ссылки, из каких источников он это нашел. А теперь я прошу, опять же, это удобно, это языковая модель, в рамках этого контекста добавь мне, пожалуйста, ссылки на эти обсерватории. Я просто потом зайду на эти сайты, посмотрю, как они выглядят, как они работают, какие у них есть нюансы. То есть это вся та вещь, которую мы делаем на этапе предконцепции в ресерче. Удобный, классный список. Я больше скажу, я могу его использовать, этот поисковик, чтобы он мне переписал какие-нибудь кривые списки. Он говорит, прошу, просто перепиши вот это в рамках списка, и он это делает. Я не знаю ничего о сезоне туризма в пустыне УАЭ, честно, никогда там не был. Опять же, он мне конкретно отвечает, он не дает мне ссылку, он отвечает мне, и это получается гораздо короче. Плюсы и минусы обсерватории в пустыне. Вот, он говорит, вообще ничего не знаю, что только есть там обсерватория. Я такой, ладно, дай мне ссылки тогда на них. Вот, ладно, сейчас на этом закончится уже. От тебя хочу сейчас добавить, что несмотря на то, что нейронки мы привыкли видеть как Midjourney, генерирующие нам крутые картинки, но это больше про какую-то эффектность, нежели чем про реальную применимость. Гораздо активнее
я лично применяю именно языковые модели, такие как ChatGPT либо Bing, для анализа, для поиска информации, для обработки информации. Ольга чуть позже покажет, как с этим можно еще работать именно с чатом GPT. А мы сейчас переходим, наверное, к такой, наверное, самой интересной части, работы уже непосредственно с генеративными сетями по изображению. Работать, я как сказал, будем со Stable Diffusion. Для того, чтобы нам начать работать со Stable Diffusion, нам нужен промпт. Я из нашей концепции, которую мне сделал ChatGPT, вытащил всю описательную часть и просто теперь из нее оставлю только то, что касается внешности нашего здания, его экстерьера. А все, что касается хорошей вентиляции, эргономичных пространств, я это выбрасываю просто потому, что в рамках фасада я это не увижу. Это для меня пустая информация. Вот. Мне нужен именно только внешность. Подчеркну, я тебе здесь ничего не добавляю, я пользуюсь только тем, что мне дает чат GPT. Я тут вообще как автор не присутствую, просто проверяю на адекватность. Вот такой у меня появился промпт, значит, страничный курорт в курорте, слово в курорте я пропустил, и потом заменил в пустыне. Вот. В принципе, хорошо. Ничего лишнего. Наверное, я такое здание хотел увидеть. Я не думаю вообще, как это должно выглядеть. Я хочу, чтобы он мне накидал. На паузу поставил, расскажу. Это чат GPT, и промпт для Stable Diffusion я буду составлять также с помощью чата GPT. Нейронки можно обучать, можно заставлять делать какие-то вещи. Если до этого я ему писал, ты парень, креативный директор архитектурного бюро, это можно как такой скрипт воспринять. И существуют другого рода скрипты для того, чтобы заставлять его делать те вещи, которые он изначально не умеет. Он не умеет изначально писать промпты под нейросети другие. Если вы это попросите сделать, скажет такой: сорян, я простой чат GPT, я планирую захватить мир, но я не умею писать промпты. Вот. Но его можно обучить. Объяснить ему сначала, как это делается, потом спросить: ты понял? Да, я понял. И он тогда это сделает. И для того, чтобы каждый раз не повторять эту задачу, умные люди накрутили на браузер дополнение, расширение, которое позволяет разные скрипты использовать. Это все бесплатно, название есть, забивайте в Chrome, в Edge, чем пользуетесь. И вот здесь есть сразу сценарий для Midjourney, для Stable Diffusion, еще не разные. Вот, пробовал все их, выбрал это самый хороший, выбираю ее и вставляю наш промпт. Здесь я даю, чтобы он мне давал ответ на английском, потому что промпты пишутся только на английском языке, нейронка их воспринимает, Stable Diffusion, во всяком случае, точно только на английском. Проверяю, тут как раз увидел, что вместо пустыни написал курорте, говорю: все, пиши мне промпт. И он мне начинает на английском языке писать промпт. Очень много слов здесь, которые дополнительно дополняют мой ввод для того, чтобы нейронка смогла дать более красивый, эффектный результат. Вот. Все это делать я просто копирую. Прежде чем копировать, я посмотрел, что он тут написал. Много красивых слов, очень красивых. Все должно получиться классно. Написал просто best quality. Я не знаю, все. Сейчас будет просто пушка. Это позитивный промпт, я расскажу, что это такое. Это негативный промпт, там не написано, не должно быть 2 голов, потому что он 2 головы может сделать. Вот. А это значит, сделаем тоже на паузу, это у нас тот самый Stable Diffusion. Штука бесплатная. По интерфейсу она больше всего похожа, старички меня поймут, на V-Ray. В нем огромное количество настроек, которые ужасно не хочется все запоминать, но их все так или иначе надо пользоваться для того, чтобы получить вменяемый результат. Я не буду раскрывать все настройки, пройдусь только по базовым. Вот. Сейчас мы видим 2 поля для промпта, промпт позитивный, промпт негативный. Позитивный, легко догадаться, это именно то, что мы хотим увидеть в конце. То есть конкретно здание такое, там-то и там-то, вот на закатах, и чтобы еще фламинго были. А негативный промпт – это то, что мы не хотим ни в коем случае видеть. И зачастую там пишут что-нибудь а-ля «мы не хотим видеть страшное». Вот, он так что-нибудь в таком духе напишет. Не хотим видеть 2 головы, мы не хотим видеть страшное, не хотим видеть плохую погоду. Вот.
все меню ниже с ползунками, что-то из этого проще, что из этого сложнее. Но особо касаться мы этого не будем. Если понадобится, будет прям воркшоп по работе, по тому, что я знаю о работе с Stable Diffusion. Значит, вставил промпты и нажал генерацию. Вообще ничего не меняя сейчас, ничего не делая. Вот, получилось, ой, как красиво-то. Вот, ну, не очень красиво, вот, и, ну, понятно, прям страх. Вот. Ну, что-то уже получилось, вроде неплохо. Первым делом я изменю разрешение, сделаю горизонтальное, потому что горизонтальные картинки всегда лучше. И мы видим, что результат абсолютно уже не похож, хотя я изменил только разрешение, ну, то есть сделал вытянутый, а результат вообще не похож. Поменял еще одну настройку. И, как видите, их здесь очень много. И мне сказали, вон та хорошая, я вон той пользуюсь. Что другие делают, я не знаю. Смотрим на результат, и, ну, слушайте, в целом это не так плохо вообще. Это вообще норм. Из этого можно что-то получить. Нельзя построить. Это такая дикость, которую любят делать нейросети, но это уже не отвратительно. Я ничего вообще не менял, сделал новую генерацию. Совершенно другой результат. Это то, о чем говорили. Нейронки будут делать вам каждый раз другой результат. Что я делаю теперь? Моя задача не получить финальный какой-то определенный результат. У меня его нет в голове. Я лишь хочу накидать идеи, понять, а что это еще может быть. Вместо Pinterest я использую именно Stable Diffusion в данном случае. Понимаю, что эти ребята не показывают какие-то вещи, которые я хотел бы видеть. И я перепишу теперь промпт. Я меняю запрос в самом чате GPT. Незначительно, ничего такого принципиального. Добавляю, что я хочу видеть купола и стекла. Он мне снова быстренько переписывает промпт по моему измененному запросу. Я это копирую, вставляю, понеслась. Стало страшнее. Вот. Я ничего не меняю, сделал новую генерацию, стало еще хуже. Ничего не меняю, стало нормально. Вот полный рандом, снова страшно. Вот. Интерьер какой-то. Очень быстро получилось. Я не менял сейчас вводных данных для чата GPT, я просто говорю, попробуй еще раз генерирует. И он мне еще раз по моему тому же самому запросу генерирует, но уже другой результат. Самые наблюдательные в левом столбце, не знаю, тут видно, тут есть возраст Москвы. Поясню, что это такое. Я хотел убедиться в том, что абсолютно на простой, одинаковый запрос чат GPT будет давать разные ответы. Вот там два разных ответа на один и тот же вопрос. Окей, он мне генерирует новый промпт. Я его также быстро копирую, вставляю, заменяю. Получается новый результат. И в целом вот таким путем мы можем генерировать огромное количество картинок, подгоняя промпт, что-то меняя, экспериментируя и нащупывая, что идет лучше, что идет хуже, пытаясь понять, что он лучше ощущает, что для него нужно. Хочу показать, что с помощью него можно делать не только стандартные виды, человеческие виды. Я хочу сделать с птичьего полета. Я ошибся, в вводе промпта написал полота, а не полета. Не заметил. Но он меня все равно понял и написал AirView. То есть без проблем у него смекалка работает. Он мне пишет уже промпт для того, чтобы была совершенно другая картинка. Надо было ускорить, наверное, чуть побольше, но подождем. Поверьте, вживую, к сожалению, это подольше. Окей. Он мне дописал. Видите, он не хочет, чтобы это там... В общем, копируем и получаем уже реально птичку очень быстро. Страшный? Страшный. А вот это, кстати, не такая уж и страшная. Подчеркну. Нет у меня вообще никакого образа. Просто хочу, чтобы он генерировал мне идеи. Тут, на самом деле, надо остановиться. Что я сейчас сделал? Я хотел показать то, что он имеет историю всех моих запросов, которые я делал. К любому из них при желании могу вернуться. Из этого могу генерировать быстро, не боясь того, что это куда-то исчезает. Это все сразу сохраняется, так как Stable Diffusion установлен у вас на компьютере, сохраняет у вас сразу на компьютере. Он сохраняет всю историю запросов, и вы всегда можете вернуться к тому результату, который вас больше всего интересовал, не интересовал, а удовлетворял, посмотреть, что там было в промпте, и снова вернуться с него.
Количество настроек здесь, на самом деле, правда большое. Не будем сейчас их касаться, а лучше пройдем дальше. Перейдем, наверное, к результатам, которые у нас получились, именно если говорить именно Stable Diffusion и чате GPT. То есть вот они, запросы, вот это варианты картинок, их здесь огромное количество было. Я выбрал что-то, что мне было совсем уж не отвратительно, и получил, вот мини-презентация. «Звездное небо пустыни» также сгенерировано в чате в Stable Diffusion. На все это я потратил, не знаю, минут 30. Вот. Абсолютно не прикладывая никаких своих творческих талантов, возможностей, а просто задавал ему вопросы. Нет, я думаю, что для всех архитекторов понятное дело, что это не то, наверное, что можно каждому заказчику уж точно показывать, но как определенный ресерч и направление идей, почему бы и нет. «Звездный оазис» придумал чат GPT, нормальное название, все тексты придумал он. Мне кажется, вполне удобный вариант на предконцепции пробовать разные идеи. Сразу хочу прям сказать о Midjourney и Stable Diffusion, о его плюсах и минусах. Вот тут есть сводная таблица, очень грубо. Midjourney очень крутая история, она делает реально крутые картинки, потому что она платная, люди специально тратят на это очень много времени, обучают ее модель, и получается очень крутой результат. Большим плюсом является то, что она онлайн, независимо от того, какой у вас компьютер, она будет работать хорошо. Качество крутое. Из минусов ее функционал достаточно ограничен. Там нельзя сделать все, что вы хотите. Она сделает красиво, но примерно как она видит. Она платная. Вот. Не то чтобы это прям смертельные деньги, но платить придется. Плюс из России это чуть сложнее сделать. Stable Diffusion. Есть сервисы, которые позволяют воспользоваться им онлайн. Это open source, из этого его накручивает все, кто хочет. Но вот в данном случае он у меня просто установлен на компьютере. Функционал у него на самом деле безграничен. По той причине, что, опять же, это open source, к нему постоянно что-то докручивают, что-то допиливают. Огромное количество есть примеров, как его используют в связке с Photoshop, для геймдева, для архитектуры. Буквально месяц назад появилась модель, которая бы хорошо делала именно архитектуру. И вот он реально может работать с вашим эскизом. Некоторые люди знают этот проект, узнали его. Это наш проект для Азау. И вот слева скетч был, который я делал просто пока там ожидал, когда там Серега что-то доделает, или я что-то Сереге писал, неважно, просто быстро сделал, он мне где-то остался. А справа это то, что сделал Stable Diffusion. На первый взгляд она вообще нормальная картинка. Потом, когда вы приглядываетесь, видно, что она кривая. Но я на это вообще не потратил времени. Я вбил промпт, загрузил эскиз, и, как вы видите, он довольно точно постарался передать этот эскиз. Вот. Качество терпимо, но, повторюсь, каждые несколько месяцев выходят новые модели, которые становятся все лучше и лучше. Здесь вопрос времени. Опять же, ходят слухи, то, что все крупные бюро обучают модели под архитектуру. Просто гораздо популярнее делать девочек-аниме. Вот девочек-аниме Stable Diffusion делает лучше всех. Вот. Но мы сегодня не об этом. Вот. И тут будет снова видео, и видео будет для Ольги, а включать их буду я. Так что, Ольга, если надо будет нажимать стоп, ты прям говори, я постараюсь нажимать стоп, успевать во всяком случае.
Вот. Классно, что сразу из теории в практику. И еще, пока мы будем смотреть видео, Коль, не мог бы ты проверить, что наша презентация обновилась, чтобы все, что мы остальное туда добавляли сегодня, было показано до конца? Возможности. Я пока скажу очень коротко, что GPT, он дает классные возможности для архитекторов, это вообще 100%, вы только что увидели, то есть какой объем информации можно проработать через него, не проводя часы в ресерче, причем не все, например, знают английский язык, но мы знаем, что на англоязычных ресурсах всегда очень много полезной информации, которая не всегда доступна на русском. А нейросети, они позволяют, по сути, охватить и источники информации иностранные, и сразу вам выдать короткое резюме на русском языке. В общем, это очень сильно экономит вам время. Вот. Помимо этого, мы, несмотря на то, что Инди архитектурное бюро, у нас есть еще очень большое количество сотрудников, и плюс и архитекторы вынуждены иногда делать скучную менеджерскую работу, писать какие-нибудь ужасные письма, какие-нибудь запросы, да, вот это вот все. И GPT, он может и тут помочь, и на самом деле он очень классно, и в принципе многие нейросети, они призваны собрать у вас рутину. Это как ваш ассистент, на которого вам HR не выделил бюджет, чтобы взять вам ассистента, да, но вам очень хочется на кого-нибудь скинуть вот это вот ужасный ужас. Вот. Я вижу, что Наташа пишет, что интересно про менеджерскую работу, но есть вообще, это надо отдельно посвящать, есть огромное количество нейросетей, которые вообще помогают автоматизировать бизнес-процессы, упростить их, да, и многие архитектурные бюро это уже используют. Наташа, тебе я потом пришлю ссылку, я нашла статью, где про это написано, именно в контексте архитектурных фирм. Вот, я сейчас очень коротко по чату GPT покажу. Такая смешная аналогия, что при этом чат GPT, он как немножко недалекий ассистент, вот знаете, который только-только с дипломом, а может еще вообще на 3-м курсе. И вот ему чем более четко ты что-то объясняешь, чем более разжевываешь ты ему свое задание, тем скорее он даст какой-то адекватный результат, но может на самом деле и не дать, и тебе придется 5 раз еще раз ему объяснить, но как бы тоже результат не обязательно будет. Но вот я сейчас покажу, что, в общем-то, уже очень многое можно. Более того, мы понимаем, что развитие происходит настолько быстро, что уже завтра он сможет еще лучше, еще круче, еще четче отвечать на задачи. Очень 4 маленьких коротких видео. Николай, можно не так быстро, пожалуйста, я так быстро не умею говорить. Смотрите, что покажу. Я просто взяла на английском PDF-ку, где было про конкурс архитектурный, конвертнула ее в Word, чтобы оттуда скопировать текст, и я его копирую, причем вот можно включать видео, я его копирую вот прям как он есть. Картинки, таблички, какие вообще, бог знает что. Я просто все скопирую. Я пишу чат GPT, пожалуйста, вытащи мне условия конкурса, участия в нем из этого текста, и просто вставляю все, что скопировал. И вот мы видим, что чат GPT мне моментально, хотя видео ускорено, но он супер быстро анализирует текст и выдает мне условия, где указано условия участия, какой приз, что вообще там будет. Мне там было непонятно. Он что-то хотел генерировать, я ему задаю уточняющий вопрос, там, в каком формате предоставлять. Окей. И мне еще непонятно, что такое G+1, G+2 в контексте этажей. Пишу ему, что это такое, расскажи мне. Он мне пишет, это значит, вот в стандартной системе, как измеряется количество этажей, это ground floor плюс 1, значит, 2 этажа, либо ground floor плюс 2, значит, 3 этажа у дома. Вот, то есть по факту вам не надо сидеть, ковыряться в этих документах очень долго, выискивать там все эти условия. Быстро попросили чат GPT, он вам выдал, он вам все проанализировал, плюс сразу на русском языке. Естественно, как вы понимаете, это можно сделать с любым текстом, с любым документом, да, который просто вы копируете, вставляете. У платной версии чуть более расширенные возможности с точки зрения размера текста, который в него можно копировать, но, в принципе, я вот сейчас пользуюсь бесплатной версией на видео, и здесь тоже, в общем-то, объем, вы видели, вот документ довольно большой, он его очень даже легко переварит. Поэтому, как при использовании, можете сами подумать,
где это вам может быть полезно, вот можно так применять. Классно, что сразу выводит на ваш родной язык. Следующее, это у нас вот как раз такой ресерч, но более, может быть, менеджерский, или это для маркетинга может быть полезно, да вообще для всех. Я прошу здесь сделать список крупных архитектурных фирм в регионе Мена. Он моментально мне выдает список с кратким описанием, чем занимаются. Я вижу, что нет ссылок, прошу добавить ссылки на сайты и даже на соцсети. Тут надо проверять, ссылки иногда всякие фейковые выдает. Вот, поэтому я ему еще тоже пишу спасибо, он так мило отвечает, желает мне хорошего дня. Это вообще супер милая история. Иногда кажется, что ты общаешься просто с очень приятным человеком. У нас не всегда окружают приятные люди, а чат GPT он прям 100% приятный. Я проверяю, что ссылки, в принципе, работают, да, но что-то вот немножко не то. Очень много каких-то компаний, которые занимаются скорее строительством, инженерными решениями. Я решаю, что надо ему уточнить и пишу, что можно мне, пожалуйста, список бюро, которые занимаются исключительно разработкой концепции, дизайн-проектов. Он мне начинает генерировать, но дает мне глобальные компании, у которых просто офисы нет. Я еще раз уточняю, говорю, окей, мне не нужны международные, мне нужны только локальные. И на третьей итерации он мне уже выдает только локальные компании. Мы видим там они в Каире, в Катаре, то есть мы уже можем увидеть, что да, это не глобалы, это локальные компании. Я могу еще дать ему много задач такого рода, там, пришли мне по ним ссылки на сайты, пришли мне ссылки на их соцсети и далее, и далее, и далее. В итоге получить тот список, который мне нужен, например, чтобы потом поисследовать это направление, ну, например, для того, чтобы понять, куда дальше развиваться и сравнить себя с конкурентом. Ну, предположим, такая у меня задача. Вы также можете подумать, как это можно использовать в вашей зоне ответственности, да? В любом направлении это может быть полезно. Вот. Потом, что мне тоже очень нравится, я, кстати, сама этой функцией уже несколько раз пользовалась, есть такие письма, которые вот такие стандартные, довольно скучные в виде запросов, да, вот мне надо просто сделать стандартный запрос, но он должен быть вежливый, он должен быть красивый, с какими-то вводными конструкциями, а писать его иногда ужасно лениво. Вот здесь я попросила... Я хочу от себя, наверное, добавить. Дело в том, что это стопудово нужно архитекторам, потому что архитектор вообще просто не понимает, что это такое. И были у нас коллеги, которые максимально интересными способами переписывались с нашими заказчиками, это были локальные мемы. Это вот помощь нам, немножечко странным архитекторам, вести деловую переписку. Немножко научить вас этикету, бизнес-этикету. Да, я попросила стандартное письмо. Николай, можно чуть-чуть мне, пожалуйста, потому что... Да, я не успеваю комментировать. На паузу, пожалуйста, Николай. Я перемотал. Да, спасибо. Что я попросила его сделать мне стандартное письмо для отправки наших работ на премию. Первый формат был, что он мне говорит, он написал письмо как будто от лица индивидуального архитектора. Я прошу его переписать как от лица архитектурного бюро, он мне выдает шаблон, то есть туда остается только подставить там название компании, подставить еще какую-то специфическую информацию. Вот здесь можно, вот как раз это сейчас на экране, напиши письмо с позиции архитектурного бюро, с экспертной позиции. Вот он выдает результат. Но я вижу, что там очень много пафосных слов, многоуважаемый там, и так далее, и так далее. То есть мне явно не нужен такой tone of voice, мне явно не нужен такой пафос и такой какой-то странный вот стиль. Я прошу сделать более лаконично, менее пафосно, менее эмоционально. Он выдает мне, как вы видите, в 2 раза примерно короче письмо, очень простое, очень прямое и так далее. А теперь я прошу эту уже последнюю версию письма, которая мне понравилась, перевести на английский язык с поправкой, что это адресовано англоговорящему получателю, и я хочу для него звучать как англоговорящий отправитель, да, что я хочу звучать как English native. Это я прошу сделать чат GPT. В принципе, он мне выдает результат адекватный абсолютно на английском языке моего письма. Можно отправлять. И можно на паузу, пожалуйста. Спасибо. И здесь прямо совсем для ленивых я решила попробовать, я сама так не делаю, но я попросила здесь сделать письмо от имени менеджера архитектурного бюро для клиента на основании черновика. Черновик, простите все, но я просто сделала прям максимально примитивный, что что-то на уровне «у нас нет сроков, нет ресурсов, простите, извините, очень ценим вас, очень в фокусе держим ваш проект».
И вот здесь надо будет поставить на паузу, когда он закончит, чтобы все посмотрели, вот видите, сроки нужно продлить, ресурсы ограничены, проект под контролем, извините, рад с вами работать. Вот. Я от себя добавлю, сегодня утром на архитектуру, там, на встрече какие-то такие слова звучали неоднократно. Ну вот, ну, в общем, вот письмо, вот здесь надо будет прям поставить на паузу, быстренько просканировать словами, глазами, что получилось. Да, вот, во-первых, там мы столкнулись с тем, что нужно сроки увеличить, мы столкнулись с ограничением ресурсов. Все в таких вот расплывчатых оборотах, но очень понятных и таких, в которых обычно происходит бизнес-переписка. Вот, это уже пошло по второму кругу. В общем, по факту здесь, ну, несмотря на то, что Николай говорил, что вот промпты, они нужны, ChatGPT чуть более гибкий в этом плане, то есть промпты, конечно, дают гарантию какого-то более ожидаемого результата, да, что вы получите вот именно то, что вы хотите, но, честно, экспериментируйте. Я очень много его просила делать, просто вот из головы, из моей фантазии, напиши вот так, а мне нужно, чтобы ты здесь там снизил градус серьезности, а здесь сделай более экспертно, а здесь добавь эпитетов. В принципе, он понимает, и несмотря на то, что он хорошо, лучше понимает на английском, на русском он понимает все лучше и лучше день ото дня. Чем больше вы даете запросов в чат GPT, тем быстрее он учится, тем быстрее у нас у всех будет более хороший результат. Но есть несколько очень таких опасных моментиков. Вот, гифочка даже привлекает ваше внимание. В общем, чат GPT может просто безбожно врать. Просто безбожно. Он может... Я бы, извини, правда добавлю, если его просить что-то делать, я недавно экспериментировал, он создает лживые ссылки, которые никуда не ведут, он врет с датами. Если вдруг попросить, это прям касается архитекторов, задать вопрос про какие-то нормы и попросить его ссылаться на СП, он придумает адекватную, вроде бы, ну, вы это читаете, это разумно, но это вранье. Таких СП не существует. Он все делает очень убедительно, номера, все как надо, но этого нету в этом мире. Но он не будет говорить, я не знаю. Он будет до последнего гнуть планку, что он разбирается, что он сечет, и все будет хорошо. Да, здесь в эпоху вообще нейросетей критическое мышление становится просто самым важным навыком современного человека. Но ChatGPT, он очень классно создает иллюзию всезнайки, и в какой-то момент, знаете, как с умным собеседником, вы в какой-то момент настолько начинаете доверять всему, что он говорит, что вы отключаете эту критическую свою часть и начинаете верить по умолчанию, не проверяя факты. По факту там может быть полная ерунда. Поэтому, что бы вы не дали в работу чату GPT, если вы работаете с какими-то твердыми фактами, обязательно перепроверьте хотя бы несколько, чтобы убедиться, что он просто не выдумал вам все от начала до конца. Ну и не увлекайтесь общением с ним, потому что иногда можно забыться, что это вообще-то не человек. Да. За меня и друга, на самом деле, это правда похоже. Когда я делал сегодня, на самом деле, переделал вот этот концепт, действительно ощущение, что вы просто с каким-то коллегой общаетесь, и во времена удаленки это прям каким-то черным зеркалом становится. Окей. Так, сделаем небольшую тоже еще раз паузу и небольшую перекличку. Ребята, вы как? Вы там? Вы с нами? Вы в шоке или еще нет? Я понимаю, уже мы немножко за пределами рабочего дня для кого-то, но я очень надеюсь, что вы слушаете. У нас тут еще классный будет сейчас эксперимент и классный анонс конкурса. Вот, поэтому не пропадайте, не отключайтесь. Так, что мы хотели? Мы хотели попробовать, Николай согласился провести страшный, рискованный эксперимент на себе самом, попробовать что-нибудь сгенерировать на самом деле в Stable Diffusion. Если хотите, да, это довольно быстро, ну, по крайней мере, но мы не хотим это делать из того, что мы сами придумали, а мы хотели попросить вас, например, может быть, у вас какой-то проект, с которым у вас сейчас там, вот вы застряли, вы не знаете, может, просто какая-нибудь у вас в голове идея сидит. Вот если готовы, прям можно в чат написать, вот, что можно попросить Stable Diffusion сделать, и мы прямо сейчас, Коля расшарит свой экран, и прямо сейчас попробуем. Вот, если интересно, сделаем.
Но нужна от вас обратная связь, нужна от вас инициатива. Я расшариваю уже экран. Ну, просто. подожди, пока в чат никто не пишет. Не, я искренне верил, что я расшаривал последний час экрана. Нет, я имею в виду, Хорошо, окей, на всякий я случай. имею в виду программу. Так, ну что, кто-то готов? Это не страшно. Не, ну если нет, так нет. Чего, мне не надо заставлять людей. Нет, У конечно. меня есть с кем общаться, чат GPT. Так. Ага. Нет, промпты писать не надо, нужно... Просто накиньте идею. Да. Просто типа... Вот. Что можно? Максимально абстрактно, наверное, будет интересно. Уже есть, значит, есть идея интерьер кабинета для топ-менеджера, у кого-то там амбиции. Вот, есть... Это Илюха написал, давайте. Нет, это написал Леонид. Илья написал другой ракурс и птичку Азимут Азау 2. Есть еще вариант мероприятия в культурном центре концерт Эр Рияд от Максима Филиппова. Красивая высотка в ОАЭ. АШ, не знаю, к сожалению, кто это. И КБ для здания на картинке. Это роман. Так, Коль, я тебе еще раз повторю. Да, тут половина запросов – это слишком личные запросы. Давайте попробуем… КР. Я прошу прощения, не КП, а КР. КР – это, видимо, что-то из тех аббревиатур, которые я не знаю. Что-то на конструкторском. Окей. Мастер-план нового города еще есть запрос. Мастер-план нового города. То есть кабинет. Ну, давайте. Кабинет, мастер-план, еще одна птичка для Азимута. Это можно читать, это точно Илюха написал? Да, мероприятие в культурном центре, концерт Эр Рияд, красивая высотка. Концерт Риад – это не архитектурное проектирование, мы этого не будем касаться. Другая птичка Азау – это конкретная задача. Концепт. Не знаю, это написано концерт, но я подозреваю, что это может быть опечатка. Давайте мастер-план нового города. Мне кажется, это будет что-то… Нет, давайте все-таки высотку, потому что тут мы хоть какой-то результат получим. Да, красивая высотка в ОАЭ. Давайте тогда пропишем… Ты архитектор? Архитектор. Дай идею красивой высотки. Небоскребы напишу, вдруг он не знает, что такое высотки. Смотрим, что он нам, значит, выдает. Конечно, я могу поделиться с тобой несколькими идеями. Я такой парень нормальный. Ага. Я думаю, в этот раз мы не будем долго, делать стадию исследования и прям возьмем что-то из первых вариантов, чтобы было побыстрее, потому что я смотрю на время, мы уже 1:11 говорим, 1:12. Несмотря на наши технические сложности, хотелось бы еще оставить время для вопросов и ответов, а нам еще проходит. Окей, давайте возьмем вторую идею, это использовать эстетику природы. Давай попросим его на основе. Коля, расскажи, это ты уже просишь промпт его написать? Нет, пока что я прошу его писать на основе второй идеи, пиши архитектурный облик здания. Угу. Я же хочу знать, как он выглядит. Пока что просто предлагают мне сделать его в эстетике. Угу. То есть промпт – это следующий будет этап, правильно я понимаю? Да, все верно. Тут мне придется чуть-чуть прям покопаться для того, чтобы все-таки вытащить. Я не научился, а тут, наверное, важно понять то, что нейронные сети, они не создаются каким-то классическим путем, где пишется код, и программист знает, как дальше с ней работать. Он лишь задает алгоритм для обучения, а что дальше происходит, это магия. И с нейронками нужно учиться работать, не будет четкой инструкции, прям как получать стабильный результат, требуется определенное изучение их.
И, допустим, я не могу сейчас из этого получить пока что финальный промпт, не научился. О, супер. Давайте теперь возьмем прям вот это все, сохраним, просим его сделать промпт. Так, как бы где бы это написать, потому что я, честно говоря, забыл открыть блокнот нам. Окей, ладно. Так, зачеркнем. Так, фасад здания в форме песчаных дюн. Супер. Отличная идея, оставляем. Использовать современные материалы. Ну, оставим современные материалы слова. Светоотражающее, пускай будет металл и стекло, очень оригинально. Игра цвета и тени, давайте сделаем, это невероятно. Мы играли в игру цвета и тени, переиграли. Игра цвета и тени, имитирующая текстуру дюн. Я хочу увидеть, как он это сделает. Вот. И давайте основной цвет песчаный вот это пускай будет. И мы сейчас не будем долго писать. Я не думаю, что получится что-то невероятное. Все остальное я удаляю. Мне интересно, что могу не удалять, могу вот это скопернуть. Мы переходим в новый чат. Говорим ему скрипт Stable Diffusion, пожалуйста, промпт. Меняем на английский язык. Результат нам нужен на английском языке. Пишем. Пам-парам-пам-пам. И дальше мы просто ждем. Ждем. Он что-то нам пишет. Так как я здесь не участвую в роли автора, мне вообще все равно, что он пишет. Мы просто демонстрируем возможности. Получится страшно. Не ко мне претензии к тому, что кто-то запросил. Окей. Это анонимный человек с инициалами А.Ш. К сожалению, я не могу. Это Аня Шикова. Аня, да, я прошу прощения, я не знаю всех инициалов. Так, экран видно, да, Stable Diffusion? Да, видно экран Stable Diffusion. Супер. Я вбил негативный промпт, я вбил позитивный промпт, я изменил метод сэмплирования, вообще не буду даже пытаться объяснить, что это такое. Вот с ним просто лучше получается. И у нас будет вертикальная композиция для небоскреба, это хорошо, так что я сразу заменю на 1024. Все, генерация. Понеслась, сейчас про красота будет, просто сейчас все обалдеют. Ну, или не обалдеет, потому что все зависло. Аня написала, что да, это она. Вот, что ты угадал. Аня, ну, я надеюсь, ты ждешь результат. Пока видно только дюну. Какая-то мерзость получается, конечно. Ребят, никто нашу работу не отнимет. Вот вы. Как я и сказал, это все гораздо интереснее для ресерча, нежели чем... Ну, это, конечно, хрень. Давайте еще раз сразу попробуем. А мы это записываем, хотели где-то выкладывать, я слово «хрень» сказал. Да? Я это вырежу, не переживай. Но ощущение... так. Что хрень? Я же говорю. Окей, это... предлагает нам эксперт сделать больше. И мы тут будем... Нет, на самом деле Sample Steps, честно, качество именно самой идеи он вообще не меняет. И... подожди, мы не писали, что это такое в промпте, вот в чем проблема. Сорян, фасада флор песчаных дюн. Надо писать, что это был небоскреб в ОАЭ, блин. Николай, ну что такое? Вы же тут перед аудиторией. Представляете, как это без аудитории? Ну... Небоскреб в ОАЭ, фасад здания в форме песчаных дюн. Окей, понеслась. Как это и было написано, это эксперимент. Поэтому эксперимент, он не с первого раза иногда случается. Да нет, негативный опыт тоже опыт. Давайте попробуем еще раз. Надо сказать, что из-за того, что это open source, эта штука реально прикручивается сейчас абсолютно к разным вещам. Есть магия, где он в фотошопе все дорисовывает, вы можете посмотреть это в интернете. Он действительно очень активно развивается. Я говорю про Stable Diffusion, хотя и все нейронки тоже. Он действительно делает результат хуже, чем Midjourney, но с точки зрения возможностей именно
инструментов именно для какого-то конкретного результата, он лучше. Надо просто дождаться, когда наконец-то обучит модель. Модель — это та штука, из которой он берет знания, условно, и они существуют разные. Мгм. И для Midjourney сделана очень хорошая модель, потому что Midjourney платная, в Midjourney есть цензура, а в Stable Diffusion нет. Вот. И, ну, слушайте, в целом это не уродливо вообще. Вот, Анют, я думал, что будет уродливо, когда ты спросила, а в итоге не уродливо оказалось. Темп. Вот, и что мы делаем? Мы просто делаем еще и просто накидываем идеи. У нас же нет цели получить там закаты. Мы не делаем визуализацию сейчас здесь, конкретно в этом месте. Просто потому, что она все равно будет не настолько крутая, как сделает наш отдел визуализаторов. Плюс он будет все равно не тем, как вы хотите. Вот. И, наверное, вообще для автора, для человека, который придумывает, кем является, какая некрасота получилась. Давайте попробуем. Буквально 2 еще прогона. Николай, да, я напоминаю времени. Я понимаю, что можно очень сильно увлечься, учитывая, что... Я думаю, что всем остальным обидно, что они кнопку не могут нажать. Вот если бы они могли кнопку нажать, все по очереди, мы бы тут точно зависли. Я думаю, что надо остановиться сейчас вот на этом варианте, Хорошо. потому что мы, я думаю, все увидели, что можно генерировать до бесконечности и всегда получить какой-то новый результат. Но, в принципе, это похоже на то, что мы просили. Если использовать Control-Net, то вполне можно выдать визуализации, выдавать визуализации. Все верно. Это то, о чем я как раз-таки не добавлял. Действительно, у него есть большое количество дополнительных настроек, которые позволяют вам контролировать. Ну, давайте, пока Леонид подключается, чуть-чуть вернемся. Можно просто... нечаянно это сделал. Нечаянно, окей. Действительно, здесь есть Control-Net, который вам по эскизу вашему сделает картинку, как я показывал. Ее можно контролировать, ее можно загонять в Photoshop, что-то редактировать, снова перегонять и делать много-много. Но... Серега все равно круче сделает. Окей. Коротко по итогам. Я думаю, что мы просто большую часть уже сказали. Вот. Вообще, я думаю, что каждый для себя сам ответит на вопрос, угроза это или полезный, да, помощник. Ну, мы для себя на этот вопрос уже ответили и считаем, что это сильно полезный помощник. Здесь абсолютно открытая дискуссия, каждый сам с собой может подумать, но, наверное, то, к чему мы призываем, это попробовать, поэкспериментировать, потому что стоит уже сейчас учиться, завтра, через неделю, через год это точно будет использоваться, потому что это уже новая реальность, это не какой-то временный хайп, а это то, что в нашей жизни надолго, скорее всего, навсегда, пока что-то еще круче не придумают. И лучше научиться быть впереди, чем потом догонять, да, тех, кто был более любопытным, более смелым, более открытым к новому. В общем, ребят, спасибо большое, спасибо, что просидели с нами 1,5 часа. Вот, было очень приятно с вами побыть в виртуальном пространстве. Общайтесь вживую, не увлекайтесь чатом GPT. Да. Круто, Инди. Всех обнимаем. Всех любим. Пока, ребят. Встречаемся. Всем пока. Всем пока.